Даже если вы не увлекаетесь астрологией, то все равно знаете знак зодиака, под которым родились. Каждый из них связан с реальным созвездием на небе. И всего их 12, что соответствует числу месяцев в году. Так что никто не останется без своего знака, и лишних тоже нет. Или есть. В декабре 2019 года интернет просто взорвало. В сетях стало вирусным сообщение НАСА, что на самом деле созвездий зодиака больше, чем принято считать. Конечно, имелось астрономическое деление, которое использует наука, а не астрология. Позже Американское космическое агентство разъяснило, что на самом деле имелось в виду. И мы об этом расскажем. А заодно вместе с вами осмотрим достопримечательности каждой области зодиака, совершив виртуальную космическую прогулку по ее созвездиям. Какое можно сравнить со страной великанов Бробдингнек из «Путешествий Гулливера», где неприметная звезда выбрала в компаньоны огромную черную дыру и отлично уживается рядом с монстром. Узнать обо всем этом и совершить прогулку по зодиаку желающие смогут даже условно, не покидая нашу планету. Достаточно просто с комфортом прокатиться на карусели, в роли которой выступит вся Земля. Но сначала разберем, куда нам предстоит отправиться на прогулку. Зодиакальные созвездия расположены вдоль эклиптики, большого круга небесной сферы, по которому с Земли видно движение Солнца относительно звезд. Соответственно, плоскость эклиптики — это плоскость обращения Земли вокруг Солнца. Еще в Вавилоне в V веке до нашей эры астрономы разделили пояс неба, по которому в плоскости эклиптики движется Солнце, на 12 условных участков. Давайте представим это, прочертив воображаемую линию через нашу звезду и вращающуюся вокруг нее Землю. Тогда в тот или иной момент времени линия будет попадать в какой-то из данных участков. Каждый из них занимает около 30 градусов небесной долготы и простирается примерно на 8 градусов вверх и вниз от эклиптики. Звездочеты Древней Греции подхватили такое деление и назвали его зодиаком. Слово переводится как «живое существо», и все названия, кроме весов, соответствуют принятой концепции. В эпоху эллинизма именами зодиакальных созвездий были также обозначены точки равноденствий. Весеннее стало называться Овен, осенние — Весы, летнее солнцестояние — Рак, зимнее — Козерог. С тех пор прошло более 2000 лет, и вследствие сдвига земной оси эти точки переместились. Современные границы зодиака были установлены на Третьей Генеральной Ассамблее Международного астрономического союза в 1928 году. При этом очертания реальных зодиакальных созвездий не всегда соответствуют принятому делению эклиптики на 12 равных частей. Пределы нахождения Солнца в границах созвездий могут быть от 7 дней, как в Скорпионе, до 1,5 месяцев в созвездии Дева. И Солнце не обязательно каждый год с точностью день в день входит в то или иное зодиакальное созвездие. Надо также учесть, что участки неба уходят в космос на глубину, которая доступна для астрономических наблюдений. И объекты одного созвездия зодиака могут находиться как на расстоянии десятка, так и миллиона световых лет от нас. Чтобы с ними познакомиться, можно полететь в космос и увидеть все вблизи, или рассмотреть многие объекты Земли. Такая прогулка сравнима с катанием на карусели с лошадками, в центре которой движется огромный столб. Вы сидите на деревянной лошадке и едете по кругу. Мимо мелькают билетная касса, затем лоток с мороженым, мальчик на самокате, семья, делающая селфи на память. И вот опять появляется та же будка, где уже мама покупает билет маленькой дочке. Значит, вы совершили на карусели полный оборот. Теперь замените лошадку на Землю, центральную колонну на Солнце, которая заслоняет от вас часть пейзажа, а парк — на далекие звезды. Земля летит по своей орбите со скоростью 30 км в секунду, и живописный космический ландшафт в зоне эклиптики постоянно меняется. Вот с такой карусели мы и будем знакомиться с нашим зодиаком. Его созвездия довольно легко найти в небе. Они чаще всего сбиты в заметные группы, что называются астеризмом. При этом то или иное созвездие, через которое проходит Солнце, в ночном небе не будет видно. Наблюдать его придется, когда наше светило находится в другой области зодиака. Например, если с середины мая до середины конца июня Солнце в Тельце, созвездие не поднимается над горизонтом в течение этого периода. Когда Телец остается в оппозиции к Солнцу в ноябре-начале декабря,
Его видно на небе всю ночь. Но все эти нюансы мы еще обговорим подробнее. А сейчас пора в путь. В зодиаке нас ожидает почти столько же достопримечательностей, сколько в небе звезд. Начнем с Овна, первого созвездия зодиака, соответствующего сектору эклиптики от 0 до 30 градусов. Более 2000 лет назад здесь находилась точка весеннего равноденствия. Из-за изменения орбиты Земли она переместилась в созвездие Рыб, но снова вернется в Овен примерно через 24 тысячи лет. Сейчас Солнце, как правило, находится в Овне с 19 апреля по 13 мая. С нашей условной земной карусели лучше всего наблюдать созвездие осенью. Хотя даже в это время всего 4 его звезды видны невооруженным глазом, поэтому само созвездие нелегко найти. Хорошим путеводителем станет Альфа Овна или Хамаль, что по-арабски означает «голова барана». Это огромное оранжевое светило на расстоянии 66 световых лет от Солнца уже не молодо. Судя по всему, звезда истощила весь запас водорода и теперь превращается в красного гиганта. Сейчас ее радиус в 15 раз превышает солнечный. Несмотря на возраст, Хамаль очень быстро вращается. И еще просто сияет в небе, в 91 раз сильнее Солнца. По яркости это первая звезда в Овне и 50-я на всем небосводе. Она лишь чуть-чуть уступает светимости знаменитой полярной звезде. Хамаль удивительна тем, что постоянно то увеличивает, то уменьшает свой накал, словно подмигивает с неба. Может, собственной планете Альфа Овна Б? Этот газовый гигант, который минимум в 1,8 раз больше Юпитера, за 380 суток совершает оборот вокруг своего светила. Но в Овне есть настоящий чемпион, или вернее антирекордсмен всего космического пространства – звезда Тигардена. Она самая тусклая из всех известных астрономам. Этот красный карлик расположен лишь в 12,5 световых годах от Земли, однако без телескопа его не увидеть. Светимость звезды Тигардена более чем в 1000 раз слабее солнечной. Даже подлетев ближе к созвездию, космическим путешественникам обнаружить ее будет нелегко. Красный карлик не только тусклый, но и настоящий звездный лилипут. Его радиус почти в 10 раз меньше, чем у нашего светила, а масса составляет примерно 9% солнечной. То есть это почти коричневый карлик, но все же чуть больше. Возможно, он потерял свою массу и сжался в силу своего преклонного возраста более чем в 8 миллиардов лет. Долгожитель медленно движется по небосводу, утратив типичную для красных карликов высокую магнитную активность. Но у него хватает сил, чтобы удерживать сразу 2 планеты, причем землеподобные и в своей обитаемой зоне. Сейчас астрономы заняты изучением этих планет, перспективных для поисков внеземной жизни. А тем временем осмотрим еще одну достопримечательность Овна – галактику NGC 772 в 100 миллионах световых лет от Земли. На вид это настоящий космический фрик с чрезмерно большим рукавом, из-за чего галактика кажется кривобокой. Возможно, она слишком тесно общалась со своей соседкой, карликовой эллиптической галактикой NGC 770. От их сильного гравитационного воздействия один из рукавов NGC 772 сильно растянулся и галактику как бы перекосило. Странной NGC 772 также делает отсутствие перемычки, яркой структуры из звезд и газа в центре, из которой обычно отходят рукава. У большинства спиральных галактик, в том числе нашего Млечного Пути, есть перемычки, а у NGC 772 спиральные рукава, кажется, вылетают прямо из яркого центра. В Овне есть еще много интересного, но основные достопримечательности мы осмотрели. И теперь продолжим прогулку по следующему созвездию зодиака – Тельцу. Солнце находится в нем примерно с 14 мая по 21 июня. С Земли созвездие лучше всего видно с ноября по декабрь. В царстве Тельца космических путешественников сразу ослепит мощное сияние знаменитого Альдебарана. С Земли его тоже легко найти даже без бинокля. Это ярчайшая звезда во всем зодиаке и одна из самых ярких в ночном небе. Оранжевый Альдебаран, как космический прожектор, озаряет все вокруг в 439 раз сильнее Солнца. И он в 44 раза больше. Представьте гиганта на месте нашего светила. Альдебаран вплотную приблизился бы к Меркурию. По мнению астрономов, звезда сильно расширилась с возрастом, когда прекратила ядерные реакции и начала сжигать внутри себя гелий. В отличие от Альдебарана, UX Тельца в 450 световых годах от Земли
очень молодая. Эта звезда, по мнению астрономов, похожа на Солнце, тогда ему было всего 1 000 000 лет. Но UX-Тельца озадачила ученых огромной дырой в своем газопылевом диске. Космические путешественники легко увидят грандиозный масштаб этой пустоты, подлетев к звезде. А те, кто наблюдает зодиак с Земли, могут сопоставить размер уникальной прорехи с пространством между Меркурием и Плутоном. Правда, ранее ученые уже видели подобные дефекты в протопланетных дисках у молодых Солнц, только все они напоминали просто пробелы в центре диска. Это могло происходить от воздействия излучения молодых звезд. Для UX-Тельца такое объяснение не подходит. Звезда неповторима тем, что вплотную к ней расположен очень толстый и плотный диск пыли. Затем идет разрыв, а далее снова такой же диск. Астрофизики полагают, что это удивительный случай раннего формирования планет, которые, как мощный небесный пылесос, очистили часть звездного диска от всего материала. Подобными действиями они как бы продырявили систему. Сами планеты, правда, пока не нашли. Может быть, они прячутся от телескопов в самых плотных слоях газа пылевого покрова звезды. А мы поищем в небе настоящее сокровище Тельца. 2 знаменитых звездных скопления. Более близкое к нам и яркое в этой паре – Плеяды. Астрономы считают, что в скоплении, которое находится в 444 годах от Земли, собрано до 3000 звезд. Тем не менее, пока открыто лишь 1200, потому что многие светила слишком тусклые, и 25% из них могут составлять коричневые карлики. Только 12 звезд Плеяд можно увидеть невооруженным глазом. Это бело-голубые субгиганты и гиганты. Ярчайшая в этой компании Альциона. Она в 7 раз тяжелее Солнца и в 8 раз больше его в диаметре, а светит приблизительно в 2000 раз сильнее нашей звезды. Также с Земли без оптических приборов можно увидеть в скоплении уменьшенную копию Большого Ковша. 6 звезд, окруженных голубоватой дымкой. В древние времена звездочеты наблюдали в Ковше 7 звезд, поэтому его и называли в честь 7 сестер нимф Плеяд. Но звездное небо с тех пор изменилось, и одно светило исчезло из нашего поля зрения. Население другого скопления, Гиады, более скромное, в нем чуть более 700 звезд, и они не пылают в небе, как Плеяды. Но скопление тоже можно назвать в своем роде очень ярким и неповторимым. Многие звезды находятся далеко от его центра, образуя у Гиад 2 живописных хвоста. Эти невероятные шлейфы растянуты на 2600 световых лет. Потрясающе смотрится и еще одна достопримечательность Тельца – крабовидная туманность в 6300 световых годах от Солнца. Очень далеко, но туманность яркая и будет видна с Земли в любительский телескоп или даже сильный бинокль. В ее центре находится крошечный голубой пульсар. Эта очень горячая нейтронная звезда образовалась после взрыва сверхновой и окружила себя туманным покрывалом размером более чем в 6 световых лет. Таинственный и причудливый вид туманности придают многочисленные сгустки и волокна газа. Хотя главная ее загадка – газовый тор, который представляет собой вращающийся объект в форме бублика. Он смотрится как полоса с востока на запад, пересекающая область пульсара, и на 95% состоит из гелия. Правдоподобного объяснения, как образовался тор, у ученых пока нет. Также им непонятно, почему в последнее время туманность утрачивает яркость. И в то же время с 2010 года в торе постоянно регистрируются сильные гамма-вспышки. Это яркое и необычное шоу. Однако по-настоящему уникальное космическое представление нас ожидает в созвездии Близнецов, где Солнце находится с 20 июня по 20 июля. Оно выглядит как 2 одинаковые фигурки, держащиеся за руки. С Земли близнецы лучше всего будут видны в декабре-январе, то есть на самые новогодние праздники. И действительно, главное светило Кастор или Альфа-близнецов подарит участникам прогулки новогоднее настроение. Оно как гирлянда сияет в небе разноцветными огнями. Но почему одна звезда, вопреки всем правилам, пестрит разными цветами? Или это новогодняя мистерия Вселенной? На самом деле, ничего сверхъестественного здесь нет. Кастор, расположенный приблизительно в 50 световых лет от нас, виден как тройная система. В реальности же у него аж 8 компонентов. Среди них есть белые, бело-голубые, красные и желтые звезды, а также коричневый карлик. Вторая звезда —
Поллукс или Бета-близнецы, дополняет эту праздничную россыпь огней насыщенным оранжевым цветом, как новогодний апельсин. Она находится на расстоянии 34 световых лет от Солнца и является ближайшей к нам звездой-гигантом. Ее масса вдвое, а радиус в 9 раз больше, чем у нашего светила. Температура звезды составляет 4700-4900 кельвинов. И этот гигант имеет свою планету Фестий, по размерам себе под стать. Подсчитано, что она минимум в 2,3 раза больше массы Юпитера. Пока есть возможность, космическим путешественникам стоит обратить внимание на этого газового гиганта. Звезда совсем скоро может уничтожить Фестий. Поллукс уже израсходовал запасы водорода в ядре и теперь превращается в красного гиганта, постоянно увеличиваясь. Однажды он поглотит свою планету, хотя Фестий проходит по орбите за 590 дней, то есть находится достаточно далеко от звезды, и, возможно, избежит подобной участи. В отличие от предыдущих звезд, двойная система Ю-близнецов не сияет в небе, создавая праздник. Но она периодически запускает в космос великолепный фейерверк. Два компонента системы расположены невероятно близко друг к другу. Вещество с одного из них, прекрасного карлика, перетекает на поверхность другого карлика, белого. В скопившемся на поверхности белого карлика газе раз в несколько месяцев начинаются термоядерные реакции, приводящие к взрыву примерно каждые 100 дней. Тогда блеск звезды возрастает более чем в 1,5 раза, поэтому ее называют карликовой новой. В глубоком космосе у близнецов тоже царит постоянный праздник. Так, туманность Эскимос в 3000 световых лет от Солнца похожа на голову человека в меховом капюшоне и окружена двумя мерцающими оболочками. Внешнюю рассвечивают необыкновенные газовые нити длиной в 1 световой год. Эти образования ярко-оранжевые, благодаря обилию азота. Туманность Медуза в 2 раза ближе, в 1500 световых годах от нас и больше Эскимоса. Несмотря на это, она крайне тусклая и очень трудна для наблюдения с Земли. Однако туманность украшает небо замысловатыми светящимися волокнами газа и пыли. Эти образования напоминают змей, из которых по мифологии состояли волосы Медузы. Выбросы массы из звезд внутри туманности часто происходят с перерывами. В результате образуются такие причудливые структуры, состоящие из областей красного свечения водорода и более слабого зеленоватого кислорода. Но пришло время возвращаться из праздника в серые будни, от этих близнецов к будничному раку. Более 2000 лет назад, как мы говорили, день летнего солнцестояния приходился именно на него. В результате смещения земной оси теперь эта точка находится в созвездии Тельца, а северный тропик Земли по-прежнему носит имя Рака. Как правило, в современном мире Солнце входит в созвездие 21 июля и находится в нем до 9 августа. Земли оно заметнее всего в середине января-феврале. Это созвездие действительно довольно невзрачно. 5 его главных звезд, образующих Y-образную форму, едва заметны невооруженным глазом. Но космическим путешественникам здесь есть что посмотреть. Основная звезда Рака Альтарф — двойная система на расстоянии 290 световых лет от нас. Она состоит из массивного оранжевого гиганта и тусклого красного карлика. Период их взаимного обращения длится невероятно долго — 76 тысяч лет. Главный компаньон оранжевая звезда находится на поздней стадии эволюции, сжигая в ядре гелий. Она раздулась до размера в 50 раз больше Солнца и излучает в 660 раз больше энергии, чем наше светило. Это очень странный и редкий космический объект. Бариевая звезда, в которой содержание подобного элемента на порядок выше, чем у других светил. Долгое время обилие бария у некоторых звезд было для астрономов загадкой. Сегодня уже известно, что это результат попадания на поверхность бариевой звезды оболочек ее соседки, которая быстрее прошла процесс эволюции. Обычно свои покровы сбрасывают на близкие звезды белые карлики. Однако подобного компаньона у оранжевой звезды пока не обнаружили. Зато у Альтарфа есть экзопланета, гигант в 7-8 раз массивнее Юпитера. Он сильно разогрет от близкости к огромной звезде, что позволяет классифицировать планету как горячий Юпитер. Любителей красочных космических селфи рак тоже не разочарует. Они смогут сделать отличные снимки
на фоне очень фотогеничного скопления ясли. С Земли даже в простой бинокль можно рассмотреть несколько десятков звезд скопления, а в средний телескоп видны уже около 200 ярких точек. Многие из этих огоньков имеют золотисто-оранжевый блеск, но более других сияют бело-голубые светила. Вместе они эффективно выделяются в небе и чем-то похожи на рой волшебных светлячков или пчел, за что скопление называют улей. Астрономы насчитали в нем 1010 звезд. Все светила молодые, возрастом в 600-730 миллионов лет. Несмотря на юность, несколько из них уже успели обзавестись собственными экзопланетами. Но в этом им далеко до небольшой звезды 55 Рака, в 49 световых годах от нас. Она достаточно яркая и видна невооруженным глазом. Светило представляет собой бинарную систему, в которой главный объект, желтый карлик, по своим параметрам весьма похожий на Солнце. Второй компонент пары — красный карлик. У звезды солнечного типа найдены экзопланеты, причем целых 5, и одна из них, скорее всего, является суперземлей. Это необычное небесное тело, вероятно, обладает большим количеством углерода. Неудивительно, что его прозвали планета-алмаз. Однако космическим путешественникам вряд ли удастся найти там какие-то драгоценные камни. Планета вращается буквально бок о бок со звездой, совершая оборот по орбите всего за 17 часов. Из-за жара звезды вся ее поверхность предположительно покрыта раскаленной лавой, так что твердых алмазов в этом аду точно нет. Впрочем, астрономы надеются обнаружить в системе и более гостеприимный мир, шестую планету земного типа, причем в зоне обитаемости звезды. Ученые предполагают, что она очень небольшого размера и потому успешно прячется от телескопов. Как бы то ни было, звезда включена в список НАСА как одна из наиболее перспективных для поиска обитаемых миров. Мы тем временем отправимся в созвездие Льва. Как правило, Солнце находится в звездном прайде с 10 августа по 15 сентября. Лучшее время для наблюдения за Львом — в феврале и марте. В этой области неба вы увидите яркие звезды, которые образуют очертания фигуры царя зверей, по крайней мере, в северном полушарии. С юга, как считают многие наблюдатели, оно больше похоже на перевернутую вешалку. Но Регул А или Альфа Льва на расстоянии около 77,5 светового года от Земли обязательно бросится вам в глаза. Ярчайшее светило в созвездии и одна из самых видных звезд в целом на ночном небе. Огромная звезда массой примерно в 3,5 раза больше солнечной. Она еще очень молода, возрастом всего в несколько сотен миллионов лет. И потому, наверное, резвый Регул А успевает делать полный оборот по орбите всего за 15,9 часа. Крейсерская скорость сильно сплюснула звезду, сделав ее похожей на тыкву. Если бы она вращалась всего на 14% быстрее, то, скорее всего, распалась бы на части. Регул также отличает ось вращения, расположенная перпендикулярно углу нашего зрения. То есть участники прогулки на земной карусели увидят светило сребра. Звезда имеет пару небольших тусклых компаньонов, являющихся двойной системой. Эта невзрачная пара удалена от массивного Регула А на расстояние около 4200 астрономических единиц и вращается вокруг основной звезды с периодом в 130 тысяч лет. В отличие от яркого Регула, звезда Вольф-359 чрезвычайно слабый красный карлик, невидимый невооруженным глазом. Он к тому же холодный, с температурой по разным оценкам от 2,5 до 2900 кельвинов. Этого мало для образования химических соединений. Тем не менее, характер у хилого светила очень вспыльчивый. Вольф-359 может увеличить свою яркость буквально за несколько минут, благодаря своему сильному магнитному полю. Во время наблюдений с помощью телескопа Хаббл было обнаружено 32 сильных вспышки в течение 2 часов. Но больше всего зодиакальный прайд, наверное, знаменит своими метеоритами. Многие созвездия являются домом для их потоков. Однако Лев дал пристанище Леонидам, которые время от времени просто топят Землю ливнями из болидов. Обычно это случается с 14 по 21 ноября, примерно раз в 33 года. Поток связан с кометой 55P Темпеля-Тутля,
которая на огромной скорости 71 км в секунду посылает в атмосферу Земли почти белые метеориты. Интенсивность потока тоже бывает просто фантастическая. Самый грандиозный метеорный ливень наблюдался в ноябре 1833 года в США. Очевидцы писали в воспоминаниях, что тогда небо было не видно за падающими на Землю светящимися болидами. В Бостоне они заполнили атмосферу с плотностью хлопьев снега в буране средней силы. Позже мощный метеорный дождь наблюдался в 1966 году, когда каждый час в небе сияло до 150 тысяч небесных камней. В следующий раз Леониды обрушатся на Землю в 2031 году. А пока звездный прайд готовит свою армию метеоритов, мы отправимся дальше и попадем прямо на небесный экватор. Там обычно 16 сентября по 30 октября Солнце находится в созвездии Девы. Наилучшие условия для наблюдения за ним наступают в марте-апреле. Вследствие смещения земной оси именно в этом созвездии сейчас располагается точка осеннего равноденствия. Созвездие знаменито тем, что оно самое большое в зодиаке, а также второе по размерам после Гидры на всем звездном небе. Величественной Деве есть что показать участникам нашей прогулки. Начнем с ее наиболее знаменитого светила – Спики. Этот голубой гигант по яркости занимает 16 место. Звезда часто меняет свое свечение, то вспыхивая, то немного тускнее. Может, так она реагирует на близкость к компаньонке. Спинка вращается в паре с другой, меньшей и не такой яркой звездой. Обоим как будто не хватает места на небе, и они буквально жмутся друг к другу. Пару разделяет лишь 0,12 астрономической единицы, что более чем в 8 раз меньше расстояния между Солнцем и Землей. Взаимная гравитация сплющила звезды по бокам, и они приобрели форму эллипса. Этот экстремальный мир непригоден для образования и эволюции планет. Хотя в Деве есть еще более жуткий космический объект, который это правило нарушает. В 2300 световых годах от Солнца вращается пульсар PSR B1257+12. И у него существуют 3 собственные планеты. Особенно знаменита PSR B1257+12c, или Полтергейст, у которой твердая поверхность. Планету назвали в честь сверхъестественной силы, поскольку она появилась вопреки всякой логике. Пульсары, как тот, вокруг которого вращается Полтергейст, образуются в результате коллапса звезд-гигантов. Эти события заканчиваются невероятно сильными взрывами сверхновых. В результате в звездной системе разрушаются все космические объекты. У планет нет шансов выжить в подобных системах. Но полтергейст существует. Более того, хотя пульсар заливает планету ливнями из смертельных для всего живого ионов, ученые оставляют ему шанс на обитаемость. Впрочем, только при наличии плотной атмосферы. В созвездии Девы также расположен ярчайший квазар 3C273. Вернее, это разновидность квазара Блазар. Так называют очень яркие активные галактические ядра, джеты которых направлены в сторону Земли. 3C273 невероятно далеко, в миллиардах световых лет от нас. Тем не менее, благодаря сиянию в 100 раз сильнее Млечного Пути, он виден в простой любительский телескоп. А с помощью Хаббла получены снимки его удивительных джетов. Эти выбросы плазмы квазара даже по космическим меркам достигают безумной протяженности, примерно в 200 тысяч световых лет. Джеты изумляют своими причудливыми яркими узлами, разделенными более тусклыми нитями. Впрочем, у Девы есть нечто еще более грандиозное и примечательное. На расстоянии около 59 миллионов световых лет от нас находится скопление галактик, которое тоже носит название Дева. В его состав входят не менее 1500 компонентов. Каких только космических объектов среди них нет. Эллиптические галактики, как М49, М59, М60. Спиральные, в том числе пересеченная М58, сверхяркая М90, повернутая к нам ребром М85 и огромная лежащая плашмя М61. Почти с ребра видна галактика М104 или Самбрера, названная так из-за мощной темной пылевой линии вдоль плоскости экватора. Эта галактика в виде испанской широкополой шляпы, мерцая, как бы машет всем с неба. И нам тоже пора поднять руку на прощание, отправившись в следующее созвездие зодиака. Это Весы, в
которых Солнце находится с 31 октября по 22 ноября, а с Земли они хорошо видны в апреле-мае. Участники нашей прогулки отыщут его без проблем. Весы являются одними из самых заметных объектов ночного неба, хотя в них нет очень ярких звезд. Зато сразу 83 светила видны невооруженным глазом. Среди них выделяется очень горячая бело-голубая звезда бета-весов или Кифа Бореалис, температура которой достигает примерно 12 тысяч кельвинов. Бета-весов самая яркая в этой области зодиака и видна с Земли невооруженным глазом. Она поразит наблюдателей своим необычным для светил зеленоватым оттенком. К сожалению, есть свидетельство, что бета-весов теряет свою неповторимую окраску. К такому выводу астрономы пришли после сравнения яркости звезды сейчас и в старину, опираясь на труды древних звездочетов, в частности Птолемея. Почему так происходит, на сегодняшний день остается загадкой. А весы тем временем подносят ученым головоломки еще сложнее. HD 140-283 или звезда Мафусаила оказалась древнее самой Вселенной. Мафусаил, который вращается в 190 световых годах от Земли, первоначально привлек исследователей огромной скоростью движения по небосводу. В 2000 году во время изучения светила с помощью телескопа Хиппаркос астрономы сделали попытку определить его возраст. Результат получился шокирующим. Звезде 16 миллиардов лет. Что-то не поддающееся объяснению, ведь Вселенной всего 13,8 миллиардов лет. Как такое может быть? Пока астрофизики склоняются к версии, что здесь сыграл роль принцип остаточной неопределенности. То есть возраст далекого светила с помощью современных технологий можно высчитать только с погрешностью плюс-минус 800 миллионов лет. В случае с Мафусаилом как раз следует использовать минус. Иными словами, возраст звезды, скорее всего, составляет 13,3–13,7 миллиардов лет. Следовательно, она моложе Вселенной, хотя и совсем не намного. Так что в любом случае это самый древний звездный динозавр изо всех, известных астрономам. Его можно увидеть даже с Земли, правда, только в бинокль или любительский телескоп. Для космических путешественников Мафусаил, несомненно, безумно интересный звездный раритет. Хотя весы, возможно, скрывают и нечто еще более замечательное. То, что мы давно мечтаем найти – планету, пригодную для жизни. Чтобы с ней познакомиться, нужно отправиться к звезде Gliese 581. Это небольшой красный карлик массой, радиусом, светимостью в десятки раз меньше солнечных. И температура его ниже, чем у нашего светила, около 3110 кельвинов. Красный карлик был бы ничем не примечателен, если бы не его планеты. У звезды их насчитывается целых 6. Одна из них, Gliese 581c, предположительно находится в обитаемой зоне системы. Температура ее поверхности может колебаться от -3 до +40 градусов Цельсия. То есть на ней, вероятно, вода способна находиться в жидком виде, что необходимо для существования всех известных нам форм жизни. Чтобы их найти, Gliese 581 2 раза отправляли с Земли радиопослания в 2008 и 2009 годах. Астрономы надеются, что весточки дойдут до внеземных цивилизаций, если они есть на Gliese 581c. Прибытие первого послания ожидается в 2029 году. А мы представим, что Солнце уже входит в Скорпиона. Оно будет заслонять от нас созвездие очень короткий период, примерно с 23 ноября до 29 ноября. Это впечатляющая область неба, вьющаяся поперек Млечного Пути, земной карусели лучше видна в мае-июне. Ее самые яркие звезды действительно образуют узор, похожий на Скорпиона. Область, напоминающая его хвост, находится в самой яркой части Млечного Пути. Все космические объекты, которые там расположены, светят гораздо сильнее Солнца. Из них 13 звезд легко увидеть без биноклей. Особенно заметна Альфа Скорпиона или Антарес, одна из самых ярких в небе звезд. Она находится примерно в 550 световых годах от Солнца, в 9000 раз превосходя его светимостью. К тому же Антарес отличается потрясающим кроваво-красным цветом. Диаметр красного сверхгиганта в 400 раз превышает солнечный. Если бы он находился на месте нашего светила, то выходил бы за орбиту Марса, а короной касался Юпитера. У огромного Антареса есть менее крупный компаньон. Это небольшая голубовато-белая звезда, которая в отблесках света соседнего гиганта
выглядит зеленоватой. А хотите увидеть нечто еще более удивительное? Настоящего двойника нашего Солнца. В этой области зодиака он есть. Так астрономы называют 18 Скорпиона на расстоянии около 45,7 светового года от Земли. По своим основным характеристикам далекий желтый карлик действительно очень похож на наше светило. Его масса 1,01, радиус 1,02, светимость 1,05 солнечных. Астрономы в восторге от 18 Скорпиона. Звезда относительно недалеко от Земли, и ученым удобно наблюдать за ней, по аналогии изучая тайны нашего Солнца. Что касается Земли, то ее двойника, конечно, в созвездии нет. Но, возможно, на расстоянии 21,5 тысяч световых лет от Солнца у звезды OGLE 2005 BLG 390L есть своя суперземля. Эта планета в 5,5 раз массивнее нашей. Она вращается в 2,6 раз дальше от своего тусклого красного карлика, чем Земля от Солнца, совершая полный оборот по орбите за 3500 дней. Предполагается, что на таком огромном расстоянии от своего слабого светила планета промерзла насквозь и в основном состоит изо льда. В Скорпионе участников прогулки также ждет много живописных звездных скоплений и туманностей. Одной из самых необычных считается туманность NGC 6334 или Кошачья лапа. По предварительным оценкам, она находится на расстоянии от 4200 до 5500 световых лет от Земли. Формой туманность действительно напоминает след кошки и наполнена огромным количеством очень молодых звезд. Огоньки этих светил таинственно мерцают среди густых зеленых облаков и ярко-красных пузырей газа. Многие из звезд, несмотря на юный возраст, всего в несколько миллионов лет, массой почти в 10 раз превосходят по размеру наше Солнце. Следующее созвездие на нашем пути — Стрелец. Даже больше наполнено разнообразными звездами, чем его предшественник. Как правило, Солнце находится в созвездии с 18 декабря по 18 января, а наилучшие условия для наблюдений за ним наступают в июне-июле. И еще в Стрельце расположена точка зимнего солнцестояния. Чтобы познакомиться с его достопримечательностями, космическим путешественникам нужно окунуться в густые облака межзвездной пыли в центре нашей галактики. Там, на расстоянии примерно в 30 тысяч световых лет от Солнца, скрывается самая оживленная и впечатляющая область Млечного Пути. Море звезд, горы шаровых скоплений, темных и светлых туманностей. Прогулку по этому региону мы начнем с переменных звезд, ведь Стрелец считается рекордсменом по их числу. В созвездии более 5000 подобных светил, которые поразительно разнообразны. Голубовато-белый гигант Полис, белый Рукбат, оранжевый Каус Медиа, золотистый Аркап, двойная система Аскелла, тройная Эта Стрельца, есть среди них минимум десяток светил с экзопланетами, в основном газовыми гигантами больше Юпитера. А в самом сердце этой области зодиака притаилась сверхмассивная черная дыра Млечного Пути Стрелец А со звездочкой. Она тоже сияет в небе за счет своего горячего аккреционного диска. В 2022 году астрономы с помощью телескопа горизонта событий сделали потрясающее фото черного монстра в пылающем кольце раскаленной плазмы. Невозможно представить, чтобы столь ужасный космический объект, который втягивает все внутрь себя чудовищной гравитацией, мог иметь соседа. Но он есть. Это настоящий звездный камикадзе – С-2. Звезда ухитряется аномально быстро крутиться вокруг космического монстра. За счет своей скорости она остается целой и невредимой, умело лавируя рядом с дырой. Но самая крутая звезда в Стрельце все же гипергигант под названием Пистолет, который в 86-92 раза массивнее Солнца. Его светимость достигает неимоверного показателя в 3,3 миллиона солнечных. Представить мощь светила поможет следующий расчет астрономов. За 10 секунд звезда излучает столько же света, сколько Солнце за целый год. Впрочем, яркая жизнь гипергиганта, скорее всего, будет непродолжительной. Сильный звездный ветер интенсивно сдувает его внешние оболочки в космос. Из них образуется загадочно мерцающая в свете яркой звезды туманность Пистолет. Газ в ней разделен на два рукава, что делает туманность по форме действительно похожей на пистолет. Хотя настоящей жемчужиной Стрельца часто называют туманность Омега-М17 за отчетливые границы, яркость и форму, напоминающую парящую экзотическую птицу. Эта огромная космическая структура
диаметром в 40 световых лет, находится далеко от Земли, примерно в 6000 световых лет. И все же, когда небо чистое, фантастически красивую туманность можно заметить безо всякой оптики. Омега-М17 состоит из ионизированного водорода, разогретого изнутри горячими юными звездами. Ей всего около миллиона лет, что делает туманность одной из самых молодых в Млечном Пути. Следующее созвездие Козерог, на первый взгляд, ничем не выделяется на небе. Но если поискать в его владениях, можно обнаружить много интересного. Лучше всего это делать в июле-августе, поскольку Солнце находится в созвездии с 19 января по 15 февраля. Раньше там находилась точка зимнего солнцестояния, поэтому южный тропик до сих пор носит имя Козерога. Основная звезда Альфа Козерога или Аль-Джиди. Всего третья по светимости в этой области зодиака. Однако она видна невооруженным глазом. Впрочем, славу Аль-Джиди приносит не блеск, а ее двойственность. Она смотрится как одна огромная звезда, хотя на самом деле это два близко вращающихся светила. Они уже далеко не молоды, практически сожгли водород в своих ядрах и готовятся использовать вместо него гелий. Обе относятся к редкой категории желтых сверхгигантов и, в свою очередь, имеют маленьких и тусклых компаньонов. Но самыми необычными в Козероге все же являются не одиночные звезды, а целое сборище огромных светил. Их космическая обитель похожа на страну великанов, в которой побывал Гулливер. Это шаровое скопление М30В, одно из самых плотных из тех, что известны астрономам. Оно просто набито гигантскими звездами, и почти 200 из них — красные гиганты. Такие светила уже прожили большую часть своей жизни, у них невысокая температура поверхности, зато красные гиганты все еще очень яркие. Однако скопление очень далеко, в 27 140 световых годах от Земли, и страну звездных великанов можно увидеть только с помощью оптических приборов. Ну а если захочется посмотреть глаза в глаза, вернее в одно око, но самого Бога, то это тоже в Козероге. Туманность Улитка в 650 световых лет от Солнца похожа не только на моллюска. Она напоминает удивительный глаз, пытливо смотрящий на нас из космоса. И потому получила второе название «Око Бога». Туманность сформировалась из пыли и ионизированных газов остатков звезды, подобной Солнцу. Сейчас на ее месте остался лишь белый карлик. В большом экваториальном созвездии Водолей, которое следует за Козерогом, внешне вам ничто не бросится в глаза. Солнце, как правило, находится там с 16 февраля по 11 марта, а наиболее благоприятные условия для наблюдения за созвездием наступают в августе-сентябре. В этой довольно невзрачной части неба можно увидеть несколько по-настоящему крутых звезд. Две самые яркие из них — Альфа и Бета Водолея, желтые сверхгиганты. Они движутся в пространстве перпендикулярно плоскости Млечного Пути. Бета Водолея или Сад-Ал-Сууд на расстоянии 540 световых лет от Земли самая яркая в созвездии и светит примерно в 2200 раз сильнее Солнца. Это юная звезда, которой всего 56 миллионов лет, в 6,4 раза массивнее нашей. Альфа Водолея Сад-Эл-Мелик в 520 световых годах от Земли, еще ярче и моложе, ей не более 53 миллионов лет. В звездных масштабах он еще подросток, однако уже примерно в 6,5 раз массивнее нашего светила и в 3000 раз ярче. Такие гиганты, конечно, впечатляют, хотя по-настоящему Водолей знаменит сравнительно небольшими и совсем не яркими небесными объектами. В созвездии обнаружено уже 12 планетных систем. Всего в 15 световых годах от Солнца вращается тусклый красный карлик Gliese-876. У столь незаметной звезды есть 4 экзопланеты. Одна из них земной группы, массой в 6,6 раза больше нашей планеты. И все же астрономов больше всего сводит с ума ультрахолодный красный карлик Тропист-1. У него обнаружено аж 7 каменистых планет, похожих на Землю. 3 из них могут находиться в обитаемой зоне звезды и иметь жидкую воду на поверхности. А вот для красивых снимков Водолея больше подойдет туманность Сатурн. Она действительно внешне похожа на наш Сатурн с его великолепными кольцами, которые в туманности расположены почти с ребра к наблюдателю. Центральная звезда космической структуры голубой карлик раскален до неимоверной температуры 55 тысяч кельвинов.
Он и создал туманность, сбрасывая свои оболочки в пространство. Сильное ультрафиолетовое излучение звезды придает туманности зеленоватый флуоресцентный оттенок. В ее густонаселенной центральной области обитают сотни массивных сверхярких скоплений молодых звезд, которые выглядят в небе как сияющие голубые узлы света. Вероятно, они образовались в результате слияния галактик. Подобное можно наблюдать и в галактике NGC 7252. Она расположена в 220 миллионах световых лет от Земли, но достаточно яркая, чтобы астрономы-любители могли увидеть ее в небе как маленькую, нечеткую каплю. Если подлететь ближе, для космических путешественников она станет отличной фотозоной. Галактика состоит из множества петель, образованных сгустками газа, из которой выглядывают разноцветные звезды. В целом, все это напоминает схему электрона, вращающегося вокруг атомного ядра. Потому NGC 7252 получила оригинальное название «Атомы мира». Да, и если в мае вы увидите, как с неба на Землю сыплются многочисленные золотистые звездочки, то они тоже летят из Водолея. Поток называется Эта-Аквариды, источником которого является комета Галлея. Во время пика с 5 по 6 мая он бомбардирует Землю с максимальной интенсивностью – 70 метеоров в час. А нам остается побывать в Рыбах, где Солнце находится с 12 марта по 18 апреля и проходит точка весеннего равноденствия. В сентябре-октябре в северном полушарии складываются наилучшие условия для наблюдений за этим созвездием, одним из самых крупных в зодиаке. Хотя Рыбы и велики, наблюдать за ними непросто. В небе они так же хладнокровны и незаметны, как в наших водоемах, потому не потрясут яркостью звезд. И все-таки могут порадовать нас в конце прогулки настоящими космическими шедеврами. Звезда Ван Манена – один из них. Это ближайший к нам одиночный белый карлик всего в 14 световых годах от Солнца. Возраст престарелой звезды оценивается в 10 миллиардов лет или больше. Белые карлики не имеют собственного источника энергии и светят за счет остатков теплового излучения после окончания термоядерной реакции. При массе 70% солнечной и размерах, сопоставимых с Землей, звезда Ван Манена излучает в 5750 раз меньше света, чем наше светило. Так что, несмотря на близость к нам, тусклый белый карлик не виден без оптических приборов Земли. Зато у него есть другая фишка. Он поддерживает температуру на своей поверхности в 5000 кельвинов, как красные звезды. То есть светило относится к редким красным белым карликам. Интересно, что рядом с ним, по расчетам ученых, может находиться обширный пылевой диск и даже экзопланета. TX Рыб тоже достаточно редкая, углеродная звезда. Она необычного красного цвета и постоянно меняет структуру поверхности. Подобные пульсации означают, что основным источником энергии у светила является горение гелия. Продукты его синтеза, где много углерода, выносятся на поверхность звезды, а термоядерные реакции происходят только во внешних оболочках TX Рыб, способствуя ее расширению. Таким образом, звезда достигла размеров 295 солнечных, что почти в 1,5 раза больше среднего расстояния от Земли до Солнца и немного не дотягивает до орбиты Марса. За счет величины TX Рыб при небольшой температуре около 3100 кельвинов излучает почти в 7000 раз больше энергии, чем наше светило. Это и придает ей редкий ярко-красный цвет углеродной звезды. Но, пожалуй, самый интересный объект созвездия – спиральная галактика Мессье-74, в которой происходит очень активный процесс звездообразования. И там удивительно часто рождаются сверхновые. В 2003 и 2013 годах астрономы зафиксировали в Мессье-74 взрывы 2 огромных звезд. А совсем недавно в галактике нашли еще и уникальный ультрамощный рентгеновский источник свечения. Предполагается, что его излучает средняя черная дыра, то есть более массивная, чем после коллапса одиночной гигантской звезды, но гораздо меньше сверхмассивных монстров. Дыры средней массы по неизвестной причине в космосе встречаются крайне редко, так что каждый вновь открытый объект очень важен для науки. И на этом путешествие по зодиаку можно было бы закончить. Но как же заявление НАСА, что созвездий в нем больше, чем 12? Американское космическое агентство подтвердило в Твиттере, что на самом деле Солнце проходит через 13 созвездий,
И никакой сенсации здесь нет. Это научный факт. Хотя добавлять в зодиак 13-е созвездие никто не собирается. Действительно, с астрономической точки зрения, в течение года наши светила регулярно проходят через 13 созвездий. Кроме тех, что мы рассмотрели, это еще и Змееносец. Солнце находится в нем с 30 ноября по 17 декабря, то есть Змееносец расположен между Скорпионом и Стрельцом. Это знали еще вавилонские астрономы, но 13-е созвездие не укладывалось в их календаре, состоящем из 12 лунных месяцев. В данной ситуации они сочли, что самым простым и удобным будет не включать Змееносца в карты зодиака. Современные западные астрономические карты созвездий тоже составлены в рамках данной концепции. Впрочем, тема 13-го созвездия периодически всплывает, и кто-то из ученых или астрономов-любителей настаивает на том, чтобы Змееносец попал в зодиак. Да и не только он. В 1970-х годах предлагалось сделать зодиакальным созвездие Кита. Это предложение астрономическое сообщество быстро отвергло, потому что Солнце находится в Ките лишь один день в году. Однако, если когда-то у ученых возникнет желание расширить зодиак, то 14 созвездий тоже не предел. Давайте забудем на время об общепринятых правилах и посмотрим, сколько созвездий в реальности расположено вдоль эклиптики. Их окажется аж 25. И вот почему. Отметим еще раз, что зодиак — это пояс неба, по которому проходят видимые пути Солнца, Луны и планет Солнечной системы. Он не плоский, а простирается приблизительно на 8 градусов вверх и вниз от линии эклиптики. Всего на данном участке пространства находится 25 созвездий. Кроме тех, что мы уже назвали, это Ворон, Чаша, Гидра, Орион, Пегас, Щит, Секстант. А Венера иногда оказывается в созвездиях Возничий, Малый Пес, Змея и Орел. Она является единственной планетой нашей системы, которая проходит через все 25 созвездий. Мало того, если включить в список еще и орбиту Плутона, которая отклонена от области эклиптики на 17 градусов, то сюда войдут еще Волопас, Волосы Вероники, Эридан и Малый Лев. Но области зодиака имеют только созвездия эклиптики, по которым проходит Солнце. И согласитесь, традиционное определение зодиакальных созвездий наиболее для нас удобно. Благодаря им мы можем говорить об одних и тех же космических объектах в историческом и астрономическом контексте. По зодиакальным созвездиям, правда, уже не определяют путь мореплаватели, как в старину. Однако современным астрономам они по-прежнему помогают ориентироваться на небе и быстро определять положение различных звезд, туманностей, скоплений. Ну а участникам нашей прогулки традиционный зодиак напоследок предоставит еще один бонус. Кроме многочисленных достопримечательностей, с которыми мы познакомились, он позволит любоваться удивительным зодиакальным светом. Феномен получил свое название из-за простой видимости в созвездиях зодиака. Это слабое свечение возникает из-за рассеивания солнечного света по частицам межпланетной пыли. Увидеть его загадочный треугольник можно вскоре после захода или перед восходом Солнца, почти в любой точке земного шара, и еще раз насладиться бесконечной красотой космоса.